Мы привыкли видеть их в золоте и шелках, повелевающими империями и сердцами. Но реальная жизнь звезд великолепного века оказалась куда суровее любого сценария. 15 лет спустя после премьеры, где они сейчас? Почему блистательная Хюррем до сих пор борется с последствиями роковой роли? Какая трагедия заставила Мехримах Султан навсегда попрощаться с кино? И чье неожиданное исчезновение в 2026 году повергло фанатов в шок? Сегодня мы раскроем горькую правду, которую актеры годами прятали за фальшивыми улыбками на красных дорожках. Досмотрите до конца, ведь судьба одного из главных героев заставит вас прослезиться. Мерьем Узерли «Цена величия». Мерьем Узерли подарила нам самую яркую Хюррем в истории, но мало кто знает, что за этот успех она заплатила собственным здоровьем. Спустя 15 лет актриса признается, роль рыжей госпожи буквально выжгла ее изнутри. Знаменитый синдром выгорания, из-за которого она в слезах бросила съемки и сбежала в Берлин, преследует ее до сих пор. В 2026 году Мерьем выглядит счастливой мамой двоих дочерей, но ее путь к этому покою был полон боли. Предательство любимого мужчины, который требовал избавиться от ребенка, затяжные депрессии и неудачные попытки вернуться в большое кино. Почему, несмотря на мировую славу, Мерьем так и не смогла найти счастье в родной Турции? И правда ли, что путь в новые громкие проекты для нее навсегда закрыт из-за того самого побега? Ответ кроется в ее последнем откровенном интервью, которое шокировало фанатов. Пелин Карахан, Мехримах Султан, конец сказки? Для миллионов зрителей она навсегда осталась луналикой госпожой Мехримах, любимой дочерью султана. Но в реальности жизнь Пелин Карахан оказалась далека от дворцовой роскоши. В 2026 году поклонники всерьез обеспокоены, почему некогда самая перспективная актриса Турции практически исчезла с экранов. Долгое время Пелин ставила на первое место семью, воспитывая двоих сыновей, но за идеальными снимками в соцсетях скрывались серьезные испытания. Болезнь близкого человека и затяжной творческий кризис заставили ее пересмотреть свои приоритеты. Пелин призналась, что индустрия сериалов стала слишком жестокой, и места для прежней искренности в ней не осталось. Неужели мы больше никогда не увидим ее в главных ролях? Или за ее молчанием скрывается нечто более серьезное, о чем актриса боится говорить вслух? Халид Эргенч, Султан Сулейман, «Жизнь в тени». А что же сам Халид Эргенч? Великий Сулейман, кажется, решил полностью сменить декорации. В последнее время актер все чаще выбирает жизнь в Лондоне, подальше от турецких папарацци и бесконечных слухов. 15 лет спустя Халид признается, что роль султана стала для него и благословением, и проклятием. Несмотря на статус легенды, в 2026 году актер все чаще сталкивается с критикой и судебными тяжбами, связанными с его высказываниями и гражданской позицией. Халид больше не стремится к многолетним съемкам, выбирая короткие, но глубокие проекты. Почему «Повелитель мира» выбрал уединение и правда ли, что он планирует навсегда оставить актерское мастерство ради тихой жизни в Европе? Те, кого мы потеряли, память, которая не угасает. Огромной, незаживающей раной в сердцах фанатов стал уход Сабины Тозии, нашей строгой, но справедливой Афифы Хатун. Актриса, ставшая для всей съемочной площадки настоящей второй мамой, скончалась в 2021 году после тяжелой борьбы с раком головного мозга. Она ушла, оставив после себя пустоту, которую невозможно заполнить, ведь именно ее Афифа Хатун была олицетворением порядка и скрытой нежности в бушующем океане гарема. Вы справедливо вспомнили великих звезд турецкого кино, однако здесь стоит сделать небольшое, но радостное уточнение. Прекрасная Шевваль Сам, чей чарующий голос действительно звучал в одном из эпизодов сериала, к счастью, жива, полна сил и в 2026 году продолжает блистать в новых проектах. А легендарная Тамури Зинцер, ушедшая от нас в 2015 году, хоть и не снималась в «Великолепном веке», оставила колоссальный след в турецком кинематографе. Но список тех, кого Топкапы действительно потерял, разрывает душу. Мы навсегда прощаемся с Тунджилем Куртизом, непревзойденным Эбу Суут Эфенди. Его раскатистый голос и мудрость были духовным стержнем империи на экране.
Мы оплакиваем молодого и талантливого Лурана Ахмети Хюсрев Паша, жизнь которого трагически оборвалась из-за болезни в 45 лет, и Нусрета Читинела Лала Касым Паша. И, конечно, мы обязаны вспомнить гениальную Мирал Акай, сценаристку и создательницу сериала. Она покинула этот мир еще до финала проекта, но именно в ее голове родилась та самая магия османов. Эти люди уходят, но их величие навсегда запечатлено в кадрах, которые мы будем пересматривать десятилетиями. Давайте в комментариях почтим их память. Напишите простое «помним», если их игра когда-то тронула ваше сердце до слез. Их голоса затихли в реальности, но в каменных стенах Топкапы они будут звучать вечно. Сельма Эргеч, Хатиджа Султан «Тень прошлого». Сельма Эргеч, блестяще исполнившая роль хрупкой, но властной Хатиджа Султан, в 2026 году ведет на удивление закрытый образ жизни. После грандиозного успеха сериала актриса сознательно и планомерно ушла в тень. Ее героиня прошла страшный путь от трепетной влюбленной девушки до обезумевшей от горя фурии. Сельма признавалась, что роль сестры султана, пропитанная слезами, истериками и трагедиями, наложила тяжелый отпечаток на ее собственную психику и восприятие профессии. Сегодня Сельма крайне редко появляется на светских раутах, избегает шумных интервью, предпочитая проводить время с семьей и заниматься социальными проектами. Почему она категорически отказывается от съемок в новых исторических драмах? Правда ли, что за ее спокойствием скрывается глубокое разочарование в современных телевизионных форматах? Многие уверены, Сельма просто осознала, что переплюнуть драму Хатиджи уже невозможно, и выбрала душевный покой вместо вечной гонки за рейтингами. Нур Фиттахоглу, Махидевран «Жизнь после поражения». Нур Фиттахоглу, подарившая нам потрясающий, многогранный образ отверженной Махидевран Султан, в реальности оказалась настоящим бойцом. В отличие от своей сломленной героини, которая пережила всех, оставшись в нищете и одиночестве, Нур не опустила руки после завершения саги. Она продолжила сниматься, доказывая свой выдающийся драматический талант. Однако ее личная жизнь 15 лет спустя стала темой для бесконечных обсуждений в желтой прессе. Несколько болезненных разводов, взлеты, падения и долгие поиски себя привели к тому, что в 2026 году актриса сделала громкое заявление о своем осознанном одиночестве. Стала ли роль вечно второй, пророческой для Нур? Или она, в отличие от женщин XVI века, просто выбрала путь сильной, независимой женщины, которой для абсолютного счастья больше не нужен султан рядом? Акан Елабек и Селим Байрактар – два полюса одного гарема. Невозможно представить этот сериал без Ибрагима Паши и Сюмбюля Аги. Это два лица одной эпохи, чьи реальные судьбы сложились максимально неожиданно. Акан Елабек Ибрагим Паша в 2026 году окончательно закрепил за собой статус одного из самых серьезных и загадочных актеров Турции. Но фанаты до сих пор не могут простить ему его тотального исчезновения из медиапространства. Акан – настоящий призрак современности. Он не дает скандальных интервью, игнорирует Инстаграм и полностью погружен в театр и озвучку. Его закрытость регулярно рождает десятки слухов, но Акан предпочитает говорить исключительно через свое искусство, оставаясь таким же гордым и недосягаемым, как и Паргала Ибрагим. Селим Байрактар Сюмбюль Ага, напротив, переживает невероятный ренессанс. Наш любимый, суетливый евнух в свои годы выглядит как брутальная голливудская звезда. Благодаря многочасовым практикам йоги, серфингу и строгой дисциплине, Селим превратился в настоящего атлета. Но мало кто знает, через какие страшные испытания ему пришлось пройти. В юности он бежал от войны в Ираке, терпел нищету и долгие годы боролся за свое место под солнцем. Чтобы сохранить свою фирменную улыбку 15 лет спустя после закрытия дверей гарема, ему потребовалась железная воля. Секретные факты 2026-го, о чем молчали продюсеры. И напоследок, тайна, которую начали открыто обсуждать только сейчас. Спустя 15 лет спала пелена секретности с жестоких контрактов, которые подписывали актеры великолепного века. Величие империи строилось на колоссальном, изматывающем труде. Вот лишь часть того, что скрывалось за кадром. Изнурительный график, актеры работали по 18-20 часов в сутки.
Каждую неделю они обязаны были выдавать серию хронометражем 140 минут, что равносильно съемке полнометражного фильма за 7 дней. Контроль внешности, жесткие штрафы за малейшие изменения веса. Актрисам запрещалось менять цвет волос, беременеть или даже загорать на солнце без разрешения продюсеров. Психологический срыв. Именно этот адский ритм стал истинной причиной знаменитого синдрома выгорания Мирьем Узерли Хюррем, из-за которого она сбежала в Германию. После финала проекта многие звезды долго восстанавливались у психологов и навсегда зареклись возвращаться в длинные исторические саги. Блеск золотых корон скрывал под собой сломанный графиком судьбы и подорванное здоровье тех, кого мы так искренне любим. Эпоха великолепного века не уйдет никогда, пока мы, зрители, помним этих героев. Сегодня мы с вами увидели, что за роскошью шелков и блеском драгоценностей скрывались обычные люди со своими болями, потерями и надеждами. Чья история в 2026 году тронула вас больше всего? Выбор независимости от Нур Фиттахоглу, закрытый мир Акана Елабыка или, может быть, невероятная трансформация Селима Байрактара? Напишите свое развернутое мнение в комментариях, ставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые расследования. Мы продолжаем пристально следить за судьбами тех, кто стал для нас почти родным. До встречи в следующем видео, где мы раскроем новые тайны.